Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Игрополка, и сегодня у нас четвертое и заключительное видео по выпуску классического берсерка Ветра Пустоши. Мы откроем оставшиеся в дисплее 8 бустеров и подведем итог того, что содержит в себе дисплей, начиная с выпуска 21 или 20. А с номером выпуска все сложно. Об этом мы говорили с вами во втором видео по данному выпуску. Давайте без лишних прелюдий перейдем к бустерам. Воины Морла. Повторов будет все больше и больше, поэтому я думаю, мы будем просматривать бустера все быстрее и быстрее. Да? Гном Рейдер. Строй опыт в стрельбе 2. Он был, но я, по-моему, его не зачитывал. Выстрел на 1-1-2, дальность 3. Если вы ходите вторым, начинает бой с 2 дополнительными жизнями. Буран. Пикутти. Нактибия. Камия. Куто. Мерментор, Таволга. А все это у нас было Сумеречница. И если говорить про этих карт, они тоже у нас были. Это редкая карта Валескаль и супер редкая карта Мальводен. Так, давайте теперь их выровняем. Мы достали каждую из стихий. Вот так, все. Что ж. Следующий бустер. Вот так быстро перебрали и переходим к следующему. Альдис. Думаю, здесь также будет все быстро. Мастер ветра. Это у нас... Вот он, зомби, наконец-то. Орки душегубы. Я думал, зомби будет у нас с картой какой-нибудь редкой. Просто если это частая карта, и мы уже открыли с вами это 18-й бустер, да, и я первый раз вижу эту частую карту. Просто трупоедство у него. Голодный зомби. 11 жизни, 1 движение, 3, 4, 5 удар, стоимость 7. Да, у нас скелеты, если попадутся, мы с вами... Хотя, у меня, может, где-то они недалеко, эти скелеты. Что-то там у нас за окном происходит. Сигнализации. Так, где скелеты? Вот. Карта, да, которая работает вместе с зомби. Вот она. Скелет-воин. При гибели существа от простого удара скелета-воина может вернуть себя в колоду, при этом вызвать от его голодного зомби. Ну ничего, обмен, я думаю, интересный. Голодный зомби. Ну, только зомби теперь нам нужно как минимум 3. Так, Богл. Кирсимма. А вот он и здесь же в этом бустере есть скелет, да? Ратника Кенни. Вот он здесь уже есть. Так, Хмарник. Шкафутный. Что у нас тут? Супер редкая карта. Киелла. Речная дева. Стоимость 4, 9 жизни, 1 движение, 3, 1, 2, 2 удара. Вообще картинка очень интересная. Она одновременно и... Ну, здесь хоть и чудовище нарисовано, но такая она прям яркая, красочная. Когда существо противника использует прыжок или телепортацию, воздействие захват. Это существо не может действовать до конца хода. Ну, мы выпрыгиваем из засады, получается. И у него просто есть действие, воздействие, цепкий язык. Ранить выбранное существо противника на 1, 2, 2. Так, это у нас супер редкая карта. И паралетов уже у меня, если честно, какой-то перебор.
И почему-то мне везет именно на горные карты. Мы когда с вами открывали гибель машин, да, у меня там одних гномов частых собралась куча. И также редкие, да, супер даже редкая карта, там один гном мне прям попадался и попадался. А в этом выпуске вот паралет. Бесконечный просто. И опять горы у нас. Загонщица, гном-рейдер. Вот еще один зомби, отлично. Еще надо третьего найти. Эльф, просто эльф. Гном-исследователь. Ратник. Скелетов хватит, скелетов много. Пикутти. Шут. Шут был, по-моему, всего один у нас. Вот, есть ультраредкая карта. Роксидан. 6 золота. 13 жизни, 1 движение, 3 удара у него простой. При гибели вашего существа выбранное существо получает уязвимость. Просто раздает уязвимость. И Савран. Это редкая карта. Ваши существа не могут получать дополнительные жизни. У нас был фойловый Савран. Что ж, интересно, какая будет у нас 4-я ультраредкая карта. 3-я, точнее. Лучник-мститель. По-моему, такого не было. При гибели вашего лесного существа от атаки карты противника может получить +2 к выстрелу до конца вашего хода. И выстрел на 1-2-2, дальность 3. Знаменосец братства. Строй. Каждое ваше существо получает опыт. Ну, строй имеется в виду двоеточие, потом стоит. И что работает при строе. Каждое ваше существо получает опыт в стрельбе. Действие выстрел на 2, 3, 4, только если в вашем отряде нет существ без класса. Выстрел на 2, 3, 4 мне нравится, но тогда в отряде должны быть все карты с классом. Гиена хаоса. Хотя, видите, до сих пор попадается... Вот это удивительно, что всего 73 частых карты, и открыв 24 дисплея, достав из каждого по 12 карт, еще может оказаться так, что вы и какую-то частую так и не нашли. Одну. Мастер ветра. Молодой тролль. Копьеметатели. Торментор. Рихтфельде. Давайте я в прошлый раз его не зачитал. При дальней атаке вашей горной карты может получить +1 к своему следующему метанию, максимум +3. При ближней атаке вашей горной карты может получить +1 к своему следующему простому удару, максимум +3. Ну, и, соответственно, у него есть действие метания на 1, ну и простой удар 1, 2, 2. Неплохо. Так можно подействовать вашими картами и таким образом просто усилить его. Такое редко бывает, да, что просто действуя какими-то картами, вы усиливаете другие карты. Обычно нужно как-то действие совершить или еще что-нибудь. А здесь атаковал и дал плюс. Итак, Гмур. А вот этой карты тоже не было. Кониорт. Дар жизни 2, инкарнация 3, при перемещении погибает. Интересно. При перемещении погибает, да. Редкая карта Скара была у нас. И ультраредкая карта Степная. 2 ультраредких карты, обе степные. В этот раз у нас попали. Это Раптор. Опыт в защите, прыжок, дальность 2. Может объявить прыжок на клетку, занятую не бестелесным существом, с 3 или менее текущими жизнями, уничтожив это существо. Воздействие растоптать. Дальность 2. То есть неплохо. Оставили кому-то 3 жизни, а потом... Ну, дальность, правда, 2. Это не может прыгнуть через весь карт. Через всю поле, точнее. 9 жизней. Многовато, конечно, тем более еще и золото стоит он. Но жизни 16 у него и 3, 4, 5 удар хороший. Так, что же нам приготовили оставшиеся бустера? Скользящие в сумерках. Игнис — это хорошо, если вы захотите
Ну, если я захочу, да, Скару взять, то надо бы и Игнисов взять. А у нас был, по-моему, один всего. Хотя бы два. Теперь есть Лучник-Мститель, Шут, Подгорный Крот, Молодой Тролль, Онгор. Еще обратил внимание, что здесь бестелесных существ, по-моему, ни одного вообще не было. Дистрагу, Шкафутный, Хмарник. Вот такой карты не было. Редкая карта, взимающая. Фойловая. 6 золотых стоит 12 жизни, 1 движение, 2, 3, 4 удар, дар жизни 2. Действие снять с ваших существ X дополнительной жизни, возродить существо с даром смерти стоимостью X или менее, 1 раз за ход. Ну, такого, например, не возродишь. У него дар смерти 10. А, нет, здесь стоимостью. Здесь играет не дар, не сколько дар смерти, а стоимость, то есть 7. Снять 7 дополнительных жизней, например, и возродить такое существо. Неплохо. Да, в этом выпуске все завязано на дар жизни и дар смерти. На дополнительных жизнях все завязано. А каких-то других механик я здесь не увидел. Ну и есть карты, репринты, назовем их так, из других выпусков. Крамольник, такой у нас был. Ну, возможно, именно дар жизни, дополнительной жизни вам и не хватало для реализации каких-то карт из других наборов, да? Праведница, Гремлин-шаман. Во, зомби, отлично. 3 зомби есть. Все. Цель выполнена. Мастер ветра. Молодой тролль. Торментор. Камнежорка. Сумеречница. Вообще, интересный арт. Нравится мне арт этой карты. Он такой вот... тень. Ну, как бы здесь темное существо, тьма, но при этом вот цветочек так контраст, играет на контрасте, получается. Этот искоренитель у нас. Яксона. А вот их орда, кстати, да, у него орда. Стоит он 3. Можно возрождать, например, взимающий его. При этом удар 2-2, и когда получает раны от ваших карт, дар жизни. Интересно. Но у меня всего их 2 было, да, я больно орду и на них не создам. Вольный стрелок, выстрел на 1 дальность 3. При выстреле атакованное существо до конца своего хода получает незаживающие раны. Это редкая карта у нас, нейтральная. И надзорщица. Страж леса, дар жизни 2. Действие выстрел на 1-2-2, дальность 3. При выстреле на X выбранное лесное существо получает X дополнительных жизней. Вот для раздачи дополнительных жизней хорошая карта. Предпоследний бустер у нас кривоногий гном, Гмур, Палач, Адан, Торментор, Буран, Лимвеса, Воины Морла. И быстренько мы дошли до редких карт. Так, это у нас Рекен, Кишиар. Вот еще одна Скара. А теперь фойловая, но, если честно, с ними уже перебор. Это 4-я Скара или 5-я даже, да? Но выглядит красиво. О, взымающая. Да, отлично. Если я вдруг захочу использовать эту стратегию по возрождению существ с даром жизни, ну вот 2 карточки, я думаю, 3-ю я бы не добавил в колоду, потому что навряд ли я вообще 2 на поле выставлю. Они стоят 6 золотых, да, 2 это уже 12 золотых, половина моего золота пропала. Но чтобы приход в отряд увеличить вероятность, 2 в колоду я бы добавил. Минимум 2. 3, наверное, нет. И последний бустер, 8-й.
трухляж. Что-нибудь еще новенькое будет? Интересно. Буран, Дереза, Камия. Лучник-мститель, да, гарпунщик, конечно же, влез прям в последний бустер. Подлунник, дар жизни 3, плюс X к простому удару, где X число лесных существ на поле боя, максимум 5. Был такой. Погонщик Яков. Нервный урк, палач. Нет, не было ничего нового. Редкая карта «Одинокий призрак». Такая у нас была в фойловом бустере. Фойловая попалась. 60 жизней, 1 движение, 0 удар. Да, бестелесный. Вот она, есть все-таки бестелесная карта. Я и забыл, что мы ее доставали в самом первом видео. Ну и призывающий молнию у нас был тоже в самом первом видео и, по-моему, во втором. Защита от атак не может выступать защитником, если в вашем отряде нет других нелетающих существ, погибает. И действие, воздействие, прикосновение призрака ранить выбранное существо, стоящее рядом только на 2. Ее можно в первый ряд поставить. Ну и призывающий молнию у нас был, да. При выстреле существа противника по вашей горней карте она может получить защиту от выстрелов до конца хода. И разряд на 2-3-3. Разряд уже хороший. Давайте с вами теперь... Так, это был все, последний бустер, 8-й. Посчитаем, да, что к чему у нас в плане содержания карт в бустере, поскольку я во втором видео говорил, да, что у нас с дисплея пропала надпись, что он содержит в себе, да. Раньше была надпись, что он содержит там столько-то редких, столько-то суперредких, столько-то ультраредких карт. Как бы в обязательном порядке вы их найдете. Вот. Давайте с вами подведем итог. 4 карты, да, большой редкости осталось. Из них 1 легендарная и 3 ультраредких. Это осталось. Дальше. Суперредких. Если честно, не помню, сколько должно быть-то. Сейчас, может, считая, вспомним. Вот они у нас, супер редкие карты. 12 или 16 карт должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 супер редких карт. А редких, конечно, побольше. Их 24, по-моему, должно быть. Или вообще 30 с чем-то. Но смотрите. 12 бустеров. В каждом по 2 карты. Получается, 2 бустера это ультраредкие ушли. Еще 6 бустеров. 8. Осталось 16 бустеров. 32 карты, значит, должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Да, все верно. Значит, наполнение бустеров, да, начиная с 20 или 21 выпуска, он называется выпуск 20, но по порядку он уже 21, да, наполнение бустеров сохранилось. И это хорошо. Надеюсь, что в целом, да, вот видео по ветрам пустоши, серия видео вам понравилась. Мы к Берсерку еще вернемся с вами. Еще осталось 2 выпуска классического Берсерка. Тени прошлого и Завет древних. Возможно, наоборот, они выходили. Сначала древние, потом Тени прошлого. Прям вылетело из головы. Но поэтому 2 дисплея мы с вами еще откроем и посмотрим на карты классики. Поэтому как минимум еще 6 видео по классике на канале будет. Возможно, в это время уже анонсирует и Hobby World новые какие-то наборы по классике. Они в целом довольны, как показались продажи Новой Надежды. То есть они увидели спрос. Поэтому у них есть желание обновить классику, пока они думают, в каком формате это все делать. Да, то есть в виде дисплеев ли выпускать, в виде наборов ли выпускать.
надеемся, что вернутся. Ну, давайте заканчивать. Надеюсь, что данное видео было интересным, самое главное полезным. Если это так, я очень рад. На сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и до новых встреч.